стоять, в то время как судно отходит от причала или швартуется к нему. Бегать по палубе, перегибаться. Ну что, друзья, через перила как вам и обещал, прогулка по рекам и каналам. Категорически не разрешается вставать под мостами на малых Наконец-то. реках и каналах. Это может быть опасно для вашей жизни. Надеюсь, слышно будет А также хорошо. пытаться Я дотронуться комментировать рукой сам до ничего не схода буду. или набережной. Будем этот аудиогид слушать. Просим не отвлекать капитана, а со всеми вопросами обращаться к сопровождающему экипажу. Также просим неукоснительно следовать указаниям экипажа о порядке на судне Начинаем и мерах безопасности. от причала, который находится возле дома мойки, набережной мойки номер 26. Приятного путешествия и интересных впечатлений. Находимся рядом с Певческим мостом. У стен генерального штаба. Видимо, ждем и пропускаем суда, которые идут уже под мост. Над созданием Петербурга более 300 лет назад трудились в общей сложности около 400 тысяч человек. Бытует легенда, что Санкт-Петербург построен на костях, так как многие строители погибали во время работ. В большинстве своем эти выводы базировались на свидетельствах иностранцев, вероятно, имевших особых симпатий к России и ее царю-реформатору. Один из самых широких среди разводных мостов – Певческий. Он соединяет Дворцовую площадь и комплекс зданий Академической Певческой капеллы на правом берегу. Это однопролетный чугунный арочный мост на каменных устоях. Рисунок чугунной решетки этого моста в виде мира, повторяющийся по миру. Один из самых узнаваемых в Петербурге. История капеллы относится к 15 веку, когда был образован хор государственных рабочих диаконов. Со временем она стала крупной концертной организацией, собственным оркестром и учебным классом. Желтое здание под красной крышей было построено для капеллы в начале 19 века. За Певческим мостом слева небольшой водный перекресток. Здесь встречаются воды реки Мойки и искусственные протоки, зимние канавки, прорытые по указанию Петра I в 1717 году. Проходя по нашему маршруту по многочисленным каналам нашего города, не каждый задумывается о том, что не все из них естественные. Со времен основания города из малых рек сохранились река Мойка и Фонтанка, канал Грибоедов, а во-вторых, канал и Зимняя канавка были прорыты искусственно в первой четверти XVIII века для осушения территорий с целью противопожарной безопасности и для решения транспортной проблемы. Зимняя канавка – один из самых коротких каналов Петербурга. Ее длина всего 228 метров, ширина – около 20. Свое название протока получила от того, что на ее берегу находился Зимний дворец Петра Великого. Это здание не дошло до наших дней. Позже на его месте был построен целый комплекс резиденций российских императоров. Часть помещений отвели пожилые покои и парадные залы. Других разместили коллекции искусства. В XIX веке бесценные шедевры живописи и скульптуры, которыми владела царская семья, решили открыть для публики и построили так называемый императорский музей. Слева по ходу движения теплохода за мостом виден светло-бежевый фасад и каменные атланты, которые украшают дворец. Когда после революции 1917 года вся бывшая царская резиденция стала музеем, это здание стали называть Новый Эрмитаж. Старый или Большой дом – это придворный Эрмитажный театр, построенный для Екатерины II. На гладкой, что протоки стены театра со стороны набережной выделяется небольшой участок желтого цвета, два окна с мелкой стекловкой и скромные белые украшения. Это часть Зимнего дворца императора Петра Великого. Здесь утро умер зимой 1725 года. Главной водной площадью города можно назвать пространство между Зимней канавкой, Дворцовым мостом и Петропавловской крепостью.
пространство от одного берега Невы до другого в этом участке почти километр. Из воды открываются великолепные виды. Перед нами Петропавловская крепость, первая постройка города, с которой началась вся история Санкт-Петербурга. Золотой шпиль Петропавловского собора высотой 122,5 метра является третьим по красоте сооружением Петербурга. Словно вторят в этой доминанте мачта декоративного парусника, плавучего ресторана, построенного по чертежам кораблей 18 столетия. Когда-то именно такие корабли приходили с товарами торгового флота, который по указанию Петра I был устроен на стрелке Васильевского острова. Там, где сейчас словно поднимаются из воды две высокие красные колонны, а между ними величественное серое здание, похожее на античный храм. Петербург является крупнейшим портом на Балтике, а по реке Неве проходят важнейшие грузовые и пассажирские маршруты российских и международных. Нева вытекает из Ладожского озера и впадает в Финский залив. Длина всего 74 километра. Средняя глубина 8-10 метров. Но по полноводности это шестая река в Европе. Скорость течения реки около 4 км в час. Настоящее стихийное бедствие для Петербурга – это наводнение. Когда ветер дует с залива, Нева начинает течь вспять и затоплять город. Самое разрушительное увольнение произошло в 1824 году, когда стихия бушевала почти сутки, а вода поднялась на 4 метра, затопив весь центр города. Зимой невозможно жить, толщина льда достигает 2 километра. Если часто платить, переходите пешком в Краснодар. Конце мая, после ноября, начинается миграция. Запорожские суда проходят глубину ночью, когда поднимается берег позвонок проектов моста. Красивая подсветка превращает это зрелище в настоящий туристический аттракцион. Среди пышных особняков, знати и резиденций членов царской семьи особое место занимает элегантное здание, облицованное натуральной радой. Этот великолепный дворец строился по заказу Екатерины II в подарок ее фавориту Григорию Орлову, который помог ей взойти на престол. Итальянский архитектор Антонио Ринальди использовал 32 сорта разноцветного камня для отделки стен. Драгоценными материалами были украшены и внутренние залы. Однако работы затягивались, и Орлов умер раньше, чем дворец был завершен. В результате владельцем особняка стал один из внуков императрицы, а позже другие члены царской семьи. Сегодня Мраморный дворец – один из филиалов Русского музея. Здесь проходят художественные выставки и культурные мероприятия. С левой стороны, в глубине, виднеется большой голубой купол – Санкт-Петербургская мечеть. Исламский храм был возведен в 1913 году в центре татарской слободы, которая существовала здесь с 18 века. Мусульмане по численности вторая после православных религиозная община. Петербургская мечеть по форме напоминает древние памятники Самарканда, а купол ее украшают тонкой работы лазуревой изразцы. Пожалуй, самый красивый из разводных мостов Петербурга тот, который находится сейчас перед нами – Троицкий. Он был открыт в 1903 году, в год 200-летия города. На конкурсе проектов победило французское бюро «Ботинюль», но все работы по условиям контракта выполнялись на русских заводах отечественными мастерами. Запатентованная конструкция позволила сделать металлический дверной мост одновременно прочным и изящным. Мост украшают великолепные углы и решетки с бегущим орнаментом. В центре Предмостной площади со стороны Дворцовой набережной стоит памятник Александру Суворову. За свою жизнь полководец не проиграл ни одной битвы. Современники называли его русским Марсом, а после легендарного перехода Суворова через Альпы решено было увековечить его в бронзе как божество войны. Ближайший к площади Суворова пролет Троицкого моста разводной. Под ним проходит фарватер, самое глубокое место Невы. Этим путем следуют ночью грузовые суда. Одно большое крыло поднимается, открывая проход шириной 40 дюймов. Оно встает практически вертикально, под углом 72 градуса. Гидравлическая система с электрическим приводом позволяет поднять
2003 году в 30-летие Петербурга Троицкий мост отреставрировали. Тогда же была построена каменная часовня с золотым куполом слева от моста. На этом месте в XVIII веке стоял деревянный собор во имя святой Живоначальной Троицы, а вокруг него была первая площадь города. В 1721 году на Троицкой площади отмечали победу России в Северной войне. Перед народом зачитали мирный договор со Швецией, в церкви отслужили благодарственную молебен, Петру I был торжественно преподнесен титул императора и отца Отечества. Можно сказать, отсюда началась история Российской империи. На площади гуляли и пировали до утра, играла музыка, взмывали в воздух разноцветные фейерверки, 100 кораблей, выстроившихся на Неве, салютовали пушечным залпом. Один фрегат как будто остался здесь с тех времен. Плавающий ресторан, стилизованный под фрегат XVIII века, напоминает нам и о том, что на Троицкой площади работал одно время торговый порт. Здесь были таможня, склады, гостиный двор, правительственное и административное здание. Площадь по указу Петра все строительство перенеслось на Васильевский остров. Справа вдоль набережной протянулась тонкая изящная ограда. Змеиные кованые решетки, вылоченные розетками и навершиями, чередуются с гранитными колоннами и воротами с замысловатыми деталями. Эта ограда отделяет от набережной первый парк города и летний сад, устроенный по плану, составленному Петром. Сама решетка считается одним из шедевров в стиле классицизма. Говорят, что после революции советским властям предлагали продать ограду летнего сада в обмен на новый паровоз. К счастью, сделка не состоялась. Арочный горбатый каменный мост носит старинное название «Прачечный». Он построен в том месте, где из главной водной артерии города Невы берет свое начало река Фонтанка. Дело в том, что у моста находились хозяйственные службы летнего дворца Петра I, в том числе и прачечная, где стирали белье для царя. Это один из первых каменных мостов города, построенный и возведенный в районе набережной. Расположенное на краю летнего сада, на стыке Невы и Фонтанки, небольшое желтое здание под серой крышей. Летний дворец Петра I. В доме всего 2 этажа. Высокую крышу украшает фигурный флюгер. Над окнами с деревянными преградами помещены барельефы с сюжетами, прославляющими победу России в Северной войне. Внутри дворца комнаты были отделаны резным дубом и напоминали каюты корабля. Жизнь горожан всегда была неразрывно связана с водой. Петербургские морские традиции начали зарождаться, когда Россия получила свободный выход в Балтийское и Черное моря, и началось строительство торгового и военно-морского флота. Из окон летнего дворца Петр мог любоваться просторами Невы и городом, который возводился на ее берегах по его воле. Рядом с дворцом всегда наготове стояла яхта, чтобы царь, когда пожелает, мог отправиться в любую часть. В те времена путешествовать по воде было быстрее и удобнее, чем по еще неблагоустроенным улицам строящегося Петербурга. У стен Михайловского замка берега Фонтанки соединяет красивый, богато украшенный Пантелеймоновский мост. Металлический арочный мост появился здесь на месте предыдущего цепного моста в 1908 году и был назван в честь Пантелеймоновской церкви, расположенной на противоположной от летнего сада стороне. Декоративное оформление моста посвящено военной теме. Вы можете разглядеть изображения щитов, мечей и стрел.
жилище первого российского императора. А посему для обустройства набережных в 1714 году Петр издал указ о привозе на речных судах и сухих путем на вазах по определенному числу диких камней. За Пантелеймоновским мостом из Фонтанки вытекает река Мойка. На этом водном перекрестке можно увидеть знаменитого Чижика-Пыжика, самый маленький памятник Петербурга. Когда теплоход выйдет из-под Пантелеймоновского моста, посмотрите, пожалуйста, направо, туда, где начинается Мойка, и немного вправо. Шереметьев дал Прасковье свободу и, вопреки сословным различиям, обвенчался с любимой. Однако счастье было недолгим. Прасковья умерла от чехотки вскоре после рождения сына. В настоящее время в главном здании дворца расположен музей музыки, включающий в себя отреставрированные амфилады памятных залов.
стадии покорения коня, как олицетворение природной стихии. В одной из композиций он почти побеждает. Его копыта, кажется, вот-вот раздавит упавшего на землю юношу, но молодому человеку удается удержать поводья, усмирить коня. И вот уже человек и животное словно слились в одно, движимое единым и совершенного сильного человека. В динамичном взаимодействии персонажей раскрывается глубинный смысл конфликта. Это борьба внутри самого человека между природным началом и разумом, между эмоцией и волей. Справа за мостом вдоль берега протянулась высокая стена с рядом белых колонн. Когда-то отсюда с реки был парадный въезд в одну из императорских резиденций, названную по расположенной рядом Белграде Анечков дворец. В XIX веке здесь жили наследники престола после бракосочетания. Анечков дворец был традиционным свадебным подарком царской семье. После революции здесь стали работать бесплатные кружки для детей. И сейчас юные петербуржцы в Анечковом дворце занимаются музыкой, танцами, науками и искусством, шахматами, моделированием и театральными постановками. С тех времен, когда Фонтанка была границей города, на ее набережных сохранилось несколько бывших дворцов. Вдоль реки, которая была тогда важной транспортной магистралью, селились самые знатные и состоятельные люди. На правом берегу, чуть впереди, видны небольшие изящные ворота серовато-розового оттенка. Это был парадный въезд в усадьбу графини Натальи Карловны. История этой женщины чрезвычайно романтична. Она была фрейлиной одной из родственниц императора, когда сын этой дамы, герцог Мекленбург-Стрелецкий, влюбился в молодую девушку. Вся семья, и особенно мать, были против неравного брака. Но свадьба все-таки состоялась, и особняк на Фонтанке был подарком невесте от возлюбленного. После революции Мекленбург-Стрелецкие уехали к своим родственникам в Германию. В их дворце с советского времени работала библиотека. А в 1992 году потомки династии передали в дар Петербургу собрание книг, принадлежавшее некогда хозяевам дворца, и активно участвовали в создании здесь культурного центра. Слева на набережной один из самых престижных домов Петербурга. Серый, с оранжево-красными вставками на стенах и с высокими арками, облицованными гранитом. Это здание в начале 20 века построил знаменитый архитектор петербургского модерна Федор Толстой. Владел им одна из ветвей рода Толстых, отсюда и название «Толстовский дом». Многие известные люди в разное время жили здесь, в том числе руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, скульптор Михаил Шемякин, автор своеобразного памятника Петру Первому в Петропавловской крепости, знаменитый эстрадный певец Эдуард Хиль. Сквозь высокие арки дома можно пройти в галерею дворов, похожих на сады средневековых монастырей в Европе. В подъездах и парадных сохраняются детали отделки начала 20-го столетия. Следующий мост на нашем пути с 4 гранитными башенками назван в честь великого русского ученого Михаила Ломоносова. В XVIII веке так выглядели все мосты через фонтан. Их центральная часть была разводной. С помощью цепей между башнями можно было открыть проход для судов с высокими мачтами. В XIX столетии парусные яхты на Фонтанке заменили гребные баржи. Разводной механизм стал не нужен, и многие мосты были перестроены. Ломоносовский же сохранил свой исторический облик, хотя башенки теперь играют чисто декоративно. Справа от моста небольшую площадь оформляют желтые здания, стоящие полукругом. Это ансамбль бывшей дирекции императорских театров, построенный архитектором Карлом Росси. От площади отходит улица, которую называют самой гармоничной в Петербурге. Но видеть ее нужно, если сразу после моста смотреть назад и направо. Длина этой перспективы 220 метров, ширина 22, высота здания тоже 20 метров. Сейчас здесь находится театральный музей и знаменитая школа классического балета, академия имени Ваганова, выпускники которой блистают в российских и международных странах. По следующему
или, как его сокращенно называют, БДТ. Он открылся в 1920 году по инициативе знаменитого писателя Максима Горького. В ранние годы советской власти театр был настоящим флагманом нового искусства. Под руководством режиссеров-новаторов блестящие актеры играли в современных, смелых постановках, а среди художников-оформителей были гении русского авангарда. В годы сталинских репрессий Большой драматический театр пережил кризис, когда руководители труппы постоянно менялись, а реализация творческих путей находилась в близкой зависимости от политической ситуации. Новая блистательная страница в истории театра началась, когда его главным режиссером и художественным руководителем стал Геннадий Товстоногов. За 33 года руководства этого гениального режиссера театр стал лучшим в стране. Гастроли с блеском проходили по всему миру. После смерти Товстоногова театр переименовали в его честь. Традиции, заложенные в годы его руководства, поддерживаются и сейчас. А на сцене БДТ блистают звезды российского театрального мира. Вдоль левого берега протянулось невысокое желтое здание со строгими белыми колоннами у входа. Это бывшие казармы лейб-гвардии Московского полка. Солдаты и офицеры этого привилегированного военного подразделения участвовали в так называемом «восстании декабристов», первом массовом выступлении против самодержавия в России. В 1825 году монархия переживала кризис. Скоропостижно, не оставив детей, умер Александр I. По закону престол должен был перейти к следующему по старшинству брату Константину, но тот отказался от короны. После 2 месяцев фактического безвластия третий брат Николай решился принять титул. В день присяги новому императору часть дворян и офицеров подняли бунт. Отсюда, из казармы на Фонтанке, рано утром 14 декабря 1825 года революционно настроенные военные отправились в центр города, площадью Мирного всадника, где и выстроились боевым каре, выдвигали свои требования: парламент, конституция, освобождение крестьян и либеральные реформы. В течение дня правительство пыталось убедить восставших разойтись, а к вечеру решили применить силу. Мятеж был подавлен за несколько часов. Около 1000 человек оказались убитыми, и еще многие ранены. Участников восстания арестовали. Большинство отправили в тюрьму или в Сибирь на каторгу. А 5 главных организаторов были повешены по решению суда. За мостом на правом берегу стоят 3 здания, одинаковые по архитектуре, но разных цветов: красное, желтое и зеленое. Эти дома были построены в начале XIX века и принадлежали семье Оленина. Глава рода был президентом Академии художеств и хорошим другом великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. На званом вечере в одном из этих домов Пушкин познакомился с племянницей хозяина Анной Нетлянной, которая посвятила знаменитое стихотворение: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение. Ухаживал Пушкин и за дочкой Ленина. Обе девушки поэта рассказывали: великий гений внешне был не слишком привлекательный. А творчество его, несмотря на всю народную любовь, почти не порицало. На левом берегу Фонтанки высится большое желтое здание с белыми колоннами. Это первая общедоступная городская больница, открытая в конце XVIII века. Здесь действовало и первое в стране психиатрическое отделение. По цвету стен этого здания клиники для душевнобольных в России по сей день называют в народе «желтый дом». Есть легенда, что Пушкин посещал в этих стенах своего товарища офицера, который помешался на карточном деле. Так родился замысел знаменитой повести «Пиковая дама», по которой позже Чайковский написал оперу. Главный герой этой драмы, молодой человек по имени Кирилл, сходит с ума, пытаясь вычислить магическое сочетание карт, и жизнь его заканчивается в палате для умалишенных. Обуховский мост, каменный, трехпролетный, построен немного под углом. Здесь Фонтанка пересекается с Московским проспектом, одной из главных транспортных магистралей города.
Название моста сохранилось с 18 столетия. Обухов – это фамилия человека, который занимался его постройкой. От Обуховского моста начинался отсчет расстояния от Санкт-Петербурга до Царского села. Загородная резиденция, куда царь с семьей и придворными перебирались на лето. В дореволюционной России мера длины называлась верста. Она примерно равнялась 1 километру. Вдоль дороги ставили верстовые столбы с цифрами, отмечающими пройденный путь. А справа за Обуховским мостом невысокая постройка бежевого цвета, садовая ограда, бывшей усадьбы Юсупова. В начале 19 века ее купили в казну для размещения нового учебного заведения – корпуса инженеров путей сообщения. В России тогда бурно развивались промышленность и торговля. В стране остро нужны были специалисты по сухопутному, водному, морскому и железнодорожному строительству. Долгие годы училище возглавлял знаменитый испанский инженер, работавший в России, Августин Бетанкур. По его проекту были построены леса для возведения Исаакиевского собора и Александровской колонны. В Нижнем Новгороде он создал знаменитый комплекс ярмарки, а на реке Волге – систему транспортных шлюзов. Среди выпускников корпуса – инженер Кербец, создатель первого металлического моста через него, и Журавский – один из авторов железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой. В XVIII веке эта часть города была отдаленной окраиной. Чуть впереди, на левом берегу, видно массивное желтое здание. Оно построено в форме подковы и выходит к реке полукруглым двором. Это была усадьба Гаврила Романовича Державина, одного из первых русских поэтов, которого Пушкин считал своим учителем. Жизнь этого человека была удивительной. Потомственного дворянина его по ошибке зачислили в армию рядового. Спустя почти 10 лет он по службе попал в Петербург. Здесь познакомился с литераторами и сам стал писать стихи. Совершенно неожиданно его ода «Восхваление 20-летнего правления Екатерины II» попалась на глаза императрицы. И так ей понравилось, что она назначила бывшего рядового своим личным секретарем, а вскоре и губернатором в одной из российских провинций. Но на высокой должности Державин пробыл недолго. Испытав на себе тяготы жизни простых людей, он старался делать все для улучшения их участи. Открывал школы и помогал бедным, боролся с коррупцией и требовал справедливого суда. Местные чиновники и дворяне стали жаловаться на чересчур либерального губернатора. И вскоре Екатерина вынуждена была вернуть его в свой кабинет. Несмотря на неудобные взгляды поэта, его высоко ценили исследующие критики. Павел I и его сын Александр. Усадьбу на Фонтанке Державин строил долгие годы. И здесь он жил со своей возлюбленной женой, которую воспитывали многочисленные дети. За 16 лет они не поссорились ни разу. Но когда жена умерла, Державин вскоре снова венчался. Вторая супруга была не столь романтична. Зато навела порядок в хозяйстве, и в доме Державиных на Фонтанке много лет собирались литературные и музыкальные вечера. Высокое строгое здание белого цвета на левом берегу – бывшие офицерские казармы. Измайловский полк – одно из старейших подразделений русской армии, был сформирован в 1730 году по указу императрицы Анны Иоанновны, а название получил по родовому селу Романово близ Москвы, Измайлово. Солдаты и офицеры полка не раз получали награды за доблесть и мужество. Шефами измайловцев всегда были члены царской фамилии. В начале 19 века Измайловским полком командовал великий князь Николай Павлович, будущий император Николай. Когда судьба возглавила Павловского, он не изменил свои состояния и велел построить для них новый собор. Слева за домами видны ряд синих купатов и белые колонны храма во имя святого начальника. Его построили всего за 4 года, а значительную часть денег император выделил из личных средств. К тому времени за этим районом прочно закрепилось название «Измайловская слобода». Рядом с офицерскими казармами стояли дома для солдат и их семей. Улицы между домами назывались номером рот. Первая Измайловская, вторая Измайловская и так до 8-й. Центром всего района
Архитектурным и духовным стал бело-синий Троице-Измайловский собор. Он считался главным военным храмом столицы, но ходили сюда и штатские. В 1867 году Петр Михайлович Достоевский венчался в соборе с Анной Григорьевной Сниткиной, которая стала для великого писателя и музой в творчестве, и опорой в жизни. В советское время Троице-Измайловский храм был закрыт. Здание хотели было взорвать, но потом отдали под склад. Восстановление церкви началось только в 90-е годы и продолжается по сей день. Однако, пройдя под первым мостом, который словно является частью набережной Фонтанки, обернитесь назад через правое плечо, если вы находитесь на верхней палубе. Отсюда особенно хорошо раскрывается вид на Измайловский Троицкий собор. Его синий купол, напирающийся на белоснежные колонны, царит над всей панорамой, придавая торжественную красоту этому скромному уголку Петербурга. Впереди, в перспективе Крюкова канала, виден еще один храм. С воды особенно эффектно смотрится стоящая на набережной колокольня Николы Богоявленского морского собора. Если Измайловский собор, который остался у нас за спиной, главная церковь всех военных, то это центральный храм Бурева. В этом районе издавна селились флотские офицеры, рабочие судостроительных верфей и служащие порта. Место так и называлось – Морская Слобода. Пройдя под следующим мостом, мы окажемся в центре удивительной водной площади. Здесь пересекаются два канала – Крюков и Грибоедов. И, находясь в центре, можно, оглядевшись, увидеть сразу 7 мостов. Это одно из самых живописных мест Петербурга. Считается, что здесь царит особое волшебство, и желание, загаданное на площади 7 мостов, непременно исполнится в ближайшем будущем. Ну что, загадываем желание, не знаю, что при этом надо делать, но делать что-то надо. Сам собор находится в глубине площади за колокольней. С воды видны его золотые купола и небесно-голубые стены, украшенные пышной белой лепниной. Собор был построен в середине XVIII века, как духовный центр морской слободы. Архитектор Чевакинский сумел соединить традиции русского зодчества и европейский стиль барокко, царивший тогда в Петербурге. Храм двухэтажный. Верхняя церковь освящена во имя Богоявления Господня. Нижняя – во имя Николая Чудотворца, покровителя всех плавающих и путешествующих. Кстати, и мы сейчас находимся под его защитой. В Никольском соборе отмечали победы русского флота. Здесь молились об успехах и благополучном возвращении моряков, упоминали погибших. Внутри храма сохранились позолоченные резные иконостасы XVIII столетия и чудотворные иконы. Ни разу за свою историю морской собор не закрывался. В годы борьбы советской власти против религии священники и прихожане отстояли собор. И даже во время блокады здесь не прекращались службы. Их проводил митрополит Ленинградский Алексий, который жил в помещении, устроенном на хорах собора. После войны Алексий возглавил Московский патриарший престол, которому служил 25 лет. С 1944 до 1992 года Никольский собор являлся кафедральным храмом города. А сейчас он остается одним из самых почитаемых и намоленных мест в Санкт-Петербурге. Темное здание на правом берегу, за следующим мостом, называли в городе «Шоколад», потому что его хозяин был крупнейшим продавцом сладостей в Российской империи. Архитектор Овсянников, строивший здание в начале 20 века, использовал мотивы разных стран и эпох. Флорентийские переплеты на окнах, средневековые сцены на рельефах и величественных атлантов по двум сторонам от арки во двор. После революции здесь долгие годы жил и работал знаменитый генетик Михаил Лобашов, практически возродивший эту науку после сталинских гонений. Лобашов стал одним из прототипов главного героя романа Валентина Каверина «Два капитана». За следующим мостом справа видно здание зеленого цвета. Это Мариинский театр. Парадный вход во всемирно известную Мариинку осуществляется с театральной площади.
Регулярные представления оперы и балета императорский театр начал давать еще в XVIII веке, а это здание было построено для него во второй половине XIX. Тогда же театр стал называться Мариинским в честь жены императора Александра II Марии Александровны. В советское время он был переименован и назывался Кировским. На сцене этого театра блистали Нижинский и Павлов, Корсавина и Уланова, Фокин, Барышников, Нуреев, Лопаткина, Вишнева, Рузиманов. С 1988 года театром руководит знаменитый дирижер Валерий Гергиев. С тех пор в репертуаре Мариинки появилось большое количество новых спектаклей, а некоторые классические произведения ставят в современных декорациях и костюмах, что вызывает массу обсуждений в культурной среде. Небольшой переход над Крюковым каналом соединяет старое здание Мариинского театра с новой сценой. Строительство современной сцены вызывало много споров. Все они касались изменения исторического облика центра города. Чтобы возвести новую сцену, пришлось снести несколько старинных домов. Однако после долгих разбирательств проект все же был реализован канадской фирмой Diamond Schmidt Architects. Здание было введено в эксплуатацию 2 мая 2013 года и вскоре было признано главной градостроительной неудачей последних лет. Здание на правом берегу канала, за следующим мостом, Александр Блок описал в своем знаменитом стихотворении «Ночь, улица, фонарь, аптека». Кстати, в первом этаже здания аптека находится до сих пор. А в начале 20 века здесь жили многие люди, связанные с Мариинским театром. Балерина Тамара Корсавина, дирижер Эдуард Направник, знаменитый бас Федор Стравинский. Его сын, крупнейший композитор 20 века Игорь Стравинский, до отъезда за границу провел в этом доме первые 27 лет жизни. За Матвеевым мостом Крюков канал пересекается с рекой Мойкой. Слева видны старинные стены из темно-красного кирпича. Это один из старейших комплексов города, построенных для нужд судостроителей. В нем размещались склады древесины для постройки кораблей. Искусственный остров, расположившийся между Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами, получил название Новая Голландия. Остров использовали для хранения древесины, главного материала стремительно строившегося флота. Деревянные сараи середины 18 столетия заменили каменными по проекту архитектора Саввы Чевакинского, который предложил хранить бревна вертикально с небольшим уклоном на голландский манер. Придать складскому комплексу парадный вид, соответствующий столице, поручили другому архитектору Жану Батисту Валену де Ламоту. По его замыслу для прохода на остров с каждой из 3 сторон должны были быть устроены высокие арки прохода. Смело назвать одной из визитных карточек Санкт-Петербурга. Строить дома сплошной фасадой распорядился еще Петр. Земля в северной столице постоянно дорожала, и возведение Т-образных домов становилось расточительным. Следующий небольшой каменный мост самый романтичный в городе. Считается, что пересекая его, непременно надо целоваться. Он так и называется «Поцелуй». Ни один из петербургских мостов не обладает таким количеством легенд, как этот. Одни говорят, что Поцелуев мост был местом свидания моряков со своими подругами. Другие рассказывают, будто все дело в том, что на этом месте осужденные прощались с родными перед заключением. Но истинное происхождение названия весьма прозаично. Просто неподалеку располагался трактир купца Поцелуева. Пройдя Поцелуев мост, мы покидаем бывшие военные, морские и богемные кварталы и снова оказываемся в аристократическом центре. Самое заметное здание на правом берегу – ярко-желтый, с белыми колоннами, бывший дворец князей Юсуповых. Юсуповых – один из самых влиятельных княжеских родов, происходивший от ногайского правителя Юсуфа. За свою историю род Юсуповых сплотил несметное состояние, чему во многом способствовали таланты представителей этой семьи, которые они применяли
большими залами, где давались самые блестящие балы Петербурга. В особняке размещалась коллекция искусства и драгоценных камней. Был устроен домашний театр, оформленный в духе пышного елизаветинского барокко. После революции Юсуповы эмигрировали во Францию. Их потомки до сих пор живут за рубежом, а в их роскошном дворце разместился дворец культуры работников просвещения и историко-бытовой музей. На левом берегу высится странное здание буро-песочного цвета. Прежде в нем размещалась немецкая реформатская церковь. В многонациональном Петербурге до революции немецкая община играла огромную роль. С самого основания города инженеры и архитекторы, корабельные мастера и ремесленники, врачи и ученые из немецких княжеств приезжали в Петербург служить по контракту и оставались надолго, порой навсегда, приняв российское гражданство. При этом иностранцам было разрешено свободно исповедовать свою веру, сохранять язык и обычаи. К середине XIX века в городе было уже около 10 лютеранских храмов, и когда реформатская община попросила разрешения строить свою церковь, им выделили участок на берегу Лойки. После революции из бывшей кирхи сначала сделали общежитие, а потом и дом культуры работников связи. При этом здание перестроили, срезали колокольню, убрали витражи, а на стенах появилась имитирующая пористый камень штукатурка и тяжелые лепные украшения с советской символикой. Название следующего моста – Фонарный, гораздо старше его конструкции. Первая переправа у переулка, где было много фонарных мастерских, появилась еще в XVIII веке. Потом ее много раз перестраивали, и, наконец, уже в 70-е годы 20-го столетия был создан современный мост. Благодаря рисунку ограды и изящным фонарям мост прекрасно вписался в исторический облик этой части города. Далее на нашем пути будут несколько так называемых цветных мостов через Мойку, и первый из них, синий, уже виднеется впереди. Это самый широкий мост в Петербурге, поэтому его часто называют мостом площади. Но прежде чем мы зайдем под мост, посмотрите, пожалуйста, налево. Из гранитной набережной словно вырастает четырехгранный обелиск, увенчанный трезубцем, а на нем видны черные полосы, метки. Это водомерный столб, на котором отмечены уровни петербургских наводнений. Самое страшное произошло в 1824 году, когда вода поднялась выше решеток моря. Памятник Николаю Первому особенно хорошо смотрится отсюда. Всего на 2 точках опоры стоит горцующий конь. Спокойно и величественно выглядит всадник в военной форме. Автор этой скульптуры – Петр Карлович Клотта. Его же творению принадлежит знаменитая скульптурная композиция «Укрощение коня человеком», установленная на Аничковом мосту. Считается, что скульптор так точно передал внешность и характер царя, что сам Николай I остался бы очень доволен, доведись ему увидеть памятник самому себе. Площадь с другой стороны моста украшает дворец, который император построил к свадьбе своей старшей дочери, Марии Николаевны. Поэтому он называется Минским. Сейчас там заседает законодательное собрание Санкт-Петербурга. Ширина синего моста 97 метров, и под ним мы пойдем словно в тоннеле или под сводом ущелья. Внешне же мост остался совершенно таким же, как прежде. Его наземная ширина почти в 3 раза больше его длины. Через левое плечо на Исаакиевскую площадь.
закладки название города было Петербург. В дальнейшем оно видоизменилось в Санкт-Петербург. В 1914 году его стали именовать Петроград, а в 1924 году по просьбе жителей город переименовали в Ленинград после смерти Ленина. И только в 1991 году было возвращено первоначальное название Санкт-Петербург. Следующий мост на нашем пути красный, и цвет его перил подтверждает это название. По Красному мосту проходит Гороховая улица, одна из главных улиц Адмиралтейской части. Несмотря на многочисленные реставрации, сам Красный мост один из немногих в городе, максимально сохранивший свой исторический облик. Слева у Красного моста высится здание в стиле модерн с угловой башней и шпилем, увенчанным жезлом бога Меркурия, покровителя торговли. История здания универмага у Красного моста начинается в 1905 году, когда представители знаменитой бельгийско-голландской торговой фирмы Эсдерс и Схейфельс купили участок у угловой дом на набережной Мойки для строительства фешенебельного торгового центра. Основу спроектированного в стиле модерн здания составлял массивный металлический каркас, идею которого архитектор Рошефор позаимствовал у недавно открывшегося здания компании «Зингер» на Невском проспекте. В 1919 году Совет народного хозяйства Северного района Петрограда вынес решение о передаче здания магазина Центральной швейной фабрики, которой позднее присвоили имя советского комиссара Володарского, бывшего до революции партнера. Стеклянный купол и шпиль были демонтированы и восстановлены лишь в 2014 году. На сегодняшний день внутри здания, помимо торговой галереи, располагаются офисы, рестораны и апартаменты с видом на панораму центра города. Правый берег Мойки за Красным мостом в XVIII веке занимали пышные усадьбы знатных вельмож с дворцами и парками. В 1797 году во дворце Кирилла Григорьевича Разумовского указом Павла I был открыт первый в Петербурге воспитательный дом для детей-сирот. Забота о воспитательном заведении легла на плечи императрицы Марии Федоровны, заведовавшей делами воспитания, попечения и благотворительности страны. В воспитательном доме сиротам давали не только пищу и кров, но и профессии. Здесь были заложены основы женского педагогического образования, созданы классы для подготовки гувернанток, наставниц, учительниц музыки, языков, физической культуры. В 1903 году на базе коммерческих педагогических курсов воспитательного дома был учрежден Высший женский педагогический институт. Этот институт стал первым в стране государственным высшим учебным заведением для женщин. В 1918 году на базе воспитательного дома был образован Ленинградский государственный педагогический институт имени Герцена, позднее получивший статус университета. Выпускники этого престижного высшего учебного заведения вносят свой посильный вклад в развитие родного города и прославляют не только Санкт-Петербург, но и всю страну. Правый угол набережной у Зеленого, так называется третий цветной мост через Мойку, занимает светло-розовое здание с белыми колоннами и золоченым балконом. Это бывший дворец семьи Строгановых, одной из самых богатых и знатных фамилий в Российской империи. Дворец был построен в середине XVIII века по проекту Растрелли, придворного архитектора императрицы Елизаветы Петровны, который крайне редко брал частные заказы. Но к Строгановым Елизавета благоволила и даже отмечала в этом дворце свой день рождения. В роду Строгановых было много выдающихся людей. Не только государственных деятелей, но и просто ярких, неординарных характеров. Например, один из владельцев дворца в юные годы участвовал во французской революции, а позже сражался с наполеоновской армией в рядах партизан. После революции дворец был национализирован, в нем открылся филиал Русского музея. Перед нами еще один цветной мост через Мойку, зеленый. По нему проходит главная улица города – Невский проспект. Зеленый мост – первый чугунный мост в Петербурге, построенный по прототипу моста Фултона в Лондоне. Чугунные своды нового моста выглядели изящнее каменных, но не уступали последним в прочности. Проект оказался настолько удачным, что его утвердили как типовой проект мостов через Мойку. Сразу
нас берегу желтое здание с белыми колоннами. Над окнами второго этажа темная вывеска с серебряными буквами «Вольф и Беранже». В XIX веке это была популярная швейцарская кондитерская, которая не только славилась прекрасным шоколадом и сладостями, но и вошла в историю русской литературы. Здесь любили собираться писатели и поэты, обменивались новостями из общественной и личной жизни. Здесь бывал Александр Сергеевич Пушкин. Именно отсюда, 27 января 1837 года, он отправился на роковую дуэль на Черной речке. Наше путешествие подходит к концу. Мы прошли по самым красивым и интересным местам Старого Петербурга. Увидели с воды его дома и дворцы, церкви, памятники, мосты и набережные. Благодарим вас за внимание и за то, что вы выбрали время, чтобы лучше узнать нашу удивительную страну. Надеемся, что путешествие понравилось вам и всегда рады видеть вас. Пожалуйста, не вставайте со своих мест и не ходите по палубе, пока судно не будет полностью закреплено у причала. Просим не перегибаться через борт и не класть руки на перила со стороны стенки набережной. Во время швартовки судно может неожиданно качнуться из-за движения воды или проходящего мимо катера. Команда пригласит вас покинуть борт, как только это будет безопасно и удобно для вас. Пожалуйста, не забывайте свои вещи и фотоаппарат. А для мусора используйте только специальные урны и мешки. Еще раз благодарю вас за внимание и желаю хорошо провести время в городе на Неве. Ну что, друзья, час пролетел как одно мгновение. Надеюсь, вам понравилось. Поэтому давайте лайки, подписки и всего хорошего. Thank you.